Катя, отец очень плох. Тебе придется уволиться с работы. Завтракающий Матвей, испытывающий, посмотрел на жену. Женщина кивнула и затеребила фартук. Конечно, кто присмотрит за стариком лучше, чем родные? Именно поэтому вопрос о сиделке вообще не стоял. Правда, Катя думала, что до ухода с работы дело не дойдет. Но раз Матвей так решил, не будет она цепляться за те гроши, что получает в библиотеке. И вот еще, Катя, тебе придется к нему переехать. Сама понимаешь, работа у меня нервная, больной в доме будет только раздражать. Катя опустила голову. Она не понимала, как может раздражать собственный отец. Но если Матвей говорит, что так будет лучше, возражать не станет. Катя и Матвей были женаты уже 15 лет, и в последнее время как-то незаметно отдалились друг от друга. Возможно, из-за того, что с самого начала не было огромной любви. Катю поджимал возраст, а Матвея не выпускали холостым за границу на стажировку. А может, из-за того, что за все это время Катя так и не смогла родить ребенка. Первые 10 лет она не оставляла надежды. Сначала бегала по врачам, потом по колдунам и знахаркам. В отсутствие наследников Матвей винил только жену, категорически отказываясь обследоваться. И она смирилась, ведь всю жизнь прожила, считая мужа непререкаемым авторитетом. Свекра своего, Анатолия Павловича, Катя любила и уважала. Очень расстроилась, когда у того случился инсульт. Конечно, она собиралась ухаживать за ним после больницы, ведь жена его, Вера Алексеевна, давно покинула этот свет. Но новость, что придется уехать из собственной квартиры, слегка обескуражила женщину. «Когда нужно переезжать?» – беспомощно спросила мужа. «Завтра», – бросил он, направляясь с портфелем к двери. «Я договорился. Вы с Витей заберете отца из больницы, потом перевезете твои вещи». Катя нахмурилась. Муж даже не собирался лично забрать отца, переложив все на плечи водителя. «А как же ты тут без меня?» – спросила с надеждой. Ей совсем не хотелось уезжать. Матвей махнул рукой. «На завтрак что-нибудь соображу, а ужинать буду приезжать к вам. Не переживай. На той квартире нужно сделать уборку. Собирайся, жду в машине». Катя опустила руки. На душе почему-то стало гадко. Ее мнением никто не интересовался. Но привыкшая во всем подчиняться мужу, быстро оделась и поспешила вниз. Весь день Катя мыла и скребла небольшую двушку родителей Матвея, перемыла окна, повесила свежие занавески, привела все в порядок, подготовила для свекра удобную кровать и усталая поехала на автобусе домой. Женщина уже привыкла к постоянным отлучкам Матвея, его невниманию, и, наверное, была даже рада пожить немного со свекром. Поэтому, когда ей утром выкатили на больничное крыльцо беспомощного парализованного старика в инвалидной коляске, искренне обрадовалась. Анатолий Павлович, военный в отставке, всегда любил невестку и тоже был рад, что Катя останется с ним. Для женщины, наверное, это были самые счастливые 3 месяца за последние несколько лет. Матвей приезжал редко, просто переводил деньги на ее карту. Старик не был обузой, скорее приятным компаньоном, не вредничал, смотрел на невестку с обожанием. Но болезнь взяла свое, и однажды вечером он тихо угас у нее на руках. Уход Анатолия Павловича стал для Кати настоящим горем. После похорон у нее словно пропал смысл жизни. Попыталась вновь устроиться на старое место работы, но там уже взяли сотрудника и ей отказали. Стала бегать по собеседованиям, стараясь устроиться хоть куда-нибудь, но и здесь ее постигла неудача. Имевшую образование библиотекаря женщину никуда не хотели брать, не идти же в дворники. Да и Матвей не поддерживал ее стремление выйти на работу. «Ну чего тебе не хватает? Сиди дома, здесь всегда есть что делать». И она сидела, обслуживала мужа, терла полы, стирала, готовила. Вот в тот день женщина наметила для себя помывку окон, вспомнила, что увезла удобный скребок на квартиру свекра и засобиралась за ним. Конечно, Катя могла бы просто купить новый, но квартира свекра уже полгода стояла закрытой, стоило проверить, все ли там в порядке.
Размышляя об этом, она медленно поднималась на 3-й этаж серой многоэтажки по знакомому адресу. Достав из сумки ключи, попыталась открыть дверь, но замок странным образом не поддавался. Катя уже было отчаялась и хотела идти в ЖЭК за слесарем, как изнутри послышался шум, и дверь распахнулась. На Катю ошарашенно уставилась очень молодая женщина с ребенком на руках. «Почему вы копаетесь в замке?» Раздраженно поинтересовалась незнакомка. Кате вдруг захотелось извиниться. «Наверное, Матвей пустил квартирантов», пронеслось в голове. «Но почему меня не предупредил?» Она напряженно рассматривала симпатичную мамочку. «Я хозяйка квартиры. Разрешите войти?» Та недоуменно подняла брови. «Вот как? А я думала, что хозяйка квартиры я. Во всяком случае, Матвей так сказал». Услышав имя мужа, Катя почувствовала, как земля уходит из-под ног. Что это значит? Почему он подарил отцовскую квартиру неизвестно кому? Видя, что ей не верят, молодая женщина молча достала телефон, набрала номер и сунула телефон в руки Кате. «Любимый», — изумленно прочитала та на экране и медленно поднесла аппарат к уху. Когда на том конце раздалось знакомое «Алло», Катя бессильно привалилась к стене. «Матвей, что это значит?» Полушепотом спросила она. Наступило тягостное молчание, потом до нее донеслось. «Катя, что ты там делаешь? Немедленно езжай домой, я все объясню». Она перевела ошарашенные глаза на незнакомку, а та презрительно поджала губы. «Да, я его жена, а это наш сын». Женщина не помнила, как она вернула телефон, как бежала вниз по ступеням, как пыталась поймать такси, а помнилась только на скамейке в каком-то парке от стука собственных зубов. Вечерело. Катя замерзла на весеннем ветру, но о возвращении домой не могло быть и речи. Она физически не смогла бы взглянуть Матвею в глаза. Она не хотела видеть его больше никогда. От нервного напряжения и холода она почти отключилась, когда кто-то тронул за плечо. С трудом повернув голову, женщина увидела перед собой седенькую старушку. «Вы в порядке?» – участливо произнесла та. Катя хотела кивнуть, но вдруг почувствовала, как по лицу заструились слезы. Она разрыдалась так горько, что бабушка опустилась рядом на лавочку и принялась утешать. «Ну-ну, голубушка, перестаньте, вы больны, вам некуда идти». Женщина часто-часто закивала, давясь рыданиями. «Ну что, Санечка, возьмем тетю с собой?» Послышался голос бабушки, и Катя почувствовала, как ее руку тронула теплая ладошка. «Тетя, не плачь, лучше пойдем домой». Сквозь слезы она разглядела рядом светловолосого вихрастого пацана лет 5 и, торопливо поднявшись, поплелась за ними. Уже сидя в маленькой тесной кухне, Катя прихлебывала горячий, очень сладкий чай и пыталась успокоиться. Видя ее состояние, старушка не стала расспрашивать, а негромко заговорила сама. «Знаешь, мы же с Танечкой, почитай, вдвоем живем. Мамки-то у него нет, непутевая была. Сразу после свадьбы с сыном завела себе любовника. Умотала с ним, да и сгинула по пьянке». Старушка поджала сухонькие губы и плеснула еще чаю успокоившейся Кате. «Вот и приходится мне Санечку приглядывать, хотя тяжело уже, мне под 80. Сын-то поздно женился, все девок перебирал, и вот, выбрал». Катя перестала плакать и прислушалась к рассказу пожилой женщины. «А сын где?» – поинтересовалась она. Старушка улыбнулась. «Сынок Олежка вахтами работает, дома редко бывает. Я смотрю, ты успокоилась немного. Тогда давай знакомиться. Меня Татьяной Витальевной величают. Сейчас ужин готовить будем». Так и осталась Катя у них. Планировала ненадолго. Хотела пожить пару дней, да квартиру снять. Но все получилось по-другому. Буквально через день утром женщину разбудил слабый голос Татьяны Витальевны. «Дочка, помоги, что-то сердце совсем прижало». Катя пулей подлетела и стала набирать неотложку, а когда за бригадой медиков закрылась дверь, бессильно опустилась на диван.
«Ну что, Санька, вдвоем мы остались». Мальчик присел рядом, доверчиво положив голову на ее плечо. «Ты только не уходи, пожалуйста». Катя напряженно кивнула. Куда идти, когда пацана оставить не с кем? Да и Татьяну Витальевну навещать нужно. Неизвестно еще, какие лекарства понадобятся. С Саньком они поладили быстро, и спустя 5 дней уже были лучшими друзьями. Вместе ходили по магазинам и аптекам, вместе наводили порядок в квартире и навещали бабушку. А вечером в субботу, когда они, уютно устроившись на диване, смотрели телевизор, раздалась трель дверного звонка. «Папка, папа!» – побежал открывать мальчик. А Катя, замерев, тревожно уставилась на дверь. В дом ввалился высокий симпатичный мужчина, бросив на пол рюкзак, подхватил сына на руки. «Ма, я дома!» – прокричал в сторону кухни и уставился на Катю. «Простите, я не знал, что у нас гости», – смутился и поставил Саньку на пол. Катя медленно направлялась к нему, когда мальчуган дернул отца за руку и произнес громким шепотом: «Пап, Катя не гости, она моя мама, только это секрет». Взрослые заметно смутились и бестолково топтались на месте. Первым пришел в себя Олег. «Опять бабушка что-то задумала», — улыбнулся широко. «А где она?» Катя печально тряхнула головой. «Пойдемте, я все объясню», — кивнула в сторону кухни. Потом она кормила Олега сваренным накануне борщом и рассказывала о произошедшем. С удовольствием уплетая вкусный суп, мужчина напряженно слушал, а когда она закончила, тихо произнес: «Оставайтесь, я не против. Если мама привела вас в дом, значит, человек вы хороший. А беда может случиться с каждым. Завтра, если не возражаете, съездим к ней». Так и осталась женщина в гостеприимном доме Татьяны Витальевны. Позже встретила ее из больницы и сама не заметила, как стала ждать Олега с вахты вместе с остальными домочадцами. Катя и не поняла, когда между ними вспыхнуло чувство. Скорее всего, с самого первого мига. Только признаться себе в этом женщина не хотела. А через 4 месяца Олег сделал ей предложение, и Катя с радостью согласилась. Больше всего новости о предстоящей свадьбе обрадовался Санька. А судя по лукавым глазам Татьяны Витальевны, для нее это была и не новость вовсе. Старушка настояла, чтобы Катя шла в ЗАГС в белом платье. Нужно же его надеть хоть раз в жизни. И женщина обрадовалась. Ведь с Матвеем у них и свадьбы-то не было, только ЗАГС. ЗАГС, напряженно думала Катя, бродя по торговому центру. Идти туда вновь ей категорически не хотелось, ведь только месяц назад состоялся развод с Матвеем. Она предложила было Олегу обойтись без росписи, но тот замахал руками. «Нет уж, милая, хочу официальную жену». Катя разглядывала красивые кремовые туфли на высоком каблуке, когда почувствовала легкое головокружение. Попыталась присесть на скамеечку для примерок, когда стены вдруг разъехались, а потолок стремительно понесся на нее. Катя очнулась от резкого запаха нашатыря и увидела склонившегося над ней врача скорой помощи. «Ну что, милочка, пришли в себя? В больницу поедем?» Стал он деловито заполнять формуляр. Катя замотала головой, поднялась, чувствуя подступающую дурноту, и вновь упала на носилки. Нахмурившийся врач бросил водителю: «Поехали». Женщина тряслась от страха в приемном покое, ожидая результатов анализа крови, и безрезультатно пыталась дозвониться Олегу, когда вышла улыбающаяся медсестра. «Пожалуйста, пройдемте в кабинет УЗИ, чтобы уточнить диагноз». Внутренне сжавшись, Катя побрела к указанной белой двери, но телефон ожил. «Олег, приезжай в первую городскую», — рыдая, прошептала она в трубку и толкнула дверь. Пока врач проводил обследование, Катя лежала, отвернувшись к окну. Сейчас найдет какую-нибудь проблему, как ни кстати, перед свадьбой. Печально думала она. Головокружение совсем прошло, но ее пугала больничная обстановка и белые халаты. Поэтому до нее не сразу дошли слова доктора: «У вас 4-5 недель. Поздравляю».
Словно на крыльях Катя выпорхнула на больничное крыльцо, выглядывая машину Олега. Она беременна. Она беременна. Внутреннее ликование готово было выплеснуться наружу, когда ее кто-то тронул за локоть. Женщина радостно оглянулась и уперлась взглядом в злые глаза Матвея. «Хорошо выглядишь. А чего здесь?» Кивнул он на больничное здание. Катя растерянно молчала. Не рассказывать же бывшему свою замечательную новость. А у меня все плохо. Матвею явно хотелось кому-то излить душу. Ребенок, оказывается, не мой. Протянул он бланк теста генетической экспертизы. Не хочешь вернуться? Хорошая ведь была семья. Катя увидела входящих в ворота Олега и Саньку. Затрясла головой, выдернула руку и стремглав понеслась по ступеням вниз. Туда, где ее ждали самые любимые на свете мужчины. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.